последние несколько дней имя Ким Тэхёна, более известного как Ви из BTS, снова оказалось в центре внимания всего мира. Однако на этот раз не из-за нового музыкального релиза или официально анонсированного кинопроекта, а из-за старого видео, которое внезапно стало вирусным в различных социальных сетях. В видео молодой Тэхён говорит с расслабленным, но уверенным выражением лица, произнося фразу, смысл которой теперь кажется невероятно сильным. В ролике Тэхён говорит, что станет намного круче, когда ему исполнится 30 и 40 лет, даже уверенно сравнивая себя с Джастином Бибером. С присущей ему улыбкой он произносит фразу, которую фанаты продолжают цитировать и сегодня: «Я покажу вам, какой я крутой. Обещаю». Когда видео впервые появилось несколько лет назад, многие посчитали его невинными словами молодого айдола, полного мечтаний. Но время шло, его карьера развивалась, и теперь, в возрасте 30 лет, мировая публика, кажется, полностью осознала одну важную истину. Тэхён не просто говорил. Он сдержал свое обещание. Повторное появление этого видео воспринимается как коллективное напоминание не только для ARMY, которые следили за путем Тэхёна с самого начала, но и для более широкой публики, которая, возможно, узнала его благодаря более зрелому и утонченному образу. В клипе Тэхён излучает молодость, любопытство и неосознанность того, насколько далеко в конечном итоге распространится его влияние. Это резко контрастирует с нынешним Тэхёном, который выглядит спокойным, харизматичным и полностью осознает силу своего присутствия. Реакция публики была необычайной. Комментарии к постам с видео мгновенно заполнились тысячами, даже миллионами комментариев. Многие ARMY писали эмоциональные сообщения, такие как «Ты осуществил свою мечту», как будто обращаясь напрямую к Тэхёну из прошлого. Другие комментировали: «Тэхён, ты теперь даже круче, чем JB», отражая огромную гордость, которую фанаты испытывают за путь своего кумира. Многие признались, что у них мурашки по коже пробежали, когда они увидели, как это простое утверждение теперь кажется идеально сбывшимся пророчеством. Что делает эту историю еще более захватывающей, так это то, как Тэхён доказал свой потенциал не одним грандиозным достижением, а благодаря неизменному совершенству в различных областях. В мире моды его имя теперь стоит рядом с мировыми иконами. Тэхён был назначен амбассадором многочисленных престижных брендов, включая Dior, Celine, KRMPO Skaufi, а также сотрудничал с другими высококонкурентными международными лейблами. Его присутствие в качестве модели никогда не кажется натянутым. Каждая фотосессия и рекламная кампания подчеркивают подлинную, артистичную и глубоко харизматичную сторону Тэхёна. Его внешность, которую фанаты часто описывают как нереальную, теперь сочетается с все более мощной аурой зрелости. Многие модные обозреватели отмечают, что он вступил в фазу, когда его привлекательность больше не зависит исключительно от привлекательной внешности, а от полностью сформированного визуального образа. То, как он стоит, смотрит в камеру, и даже мельчайшие детали, такие как жесты рук или выражение лица, кажутся продуманными, но естественными. Именно это и привлекает люксовые бренды. Тэхён не просто красивое лицо, а символ стиля жизни и характера. Помимо модельной карьеры, Тэхён продолжает демонстрировать свои таланты в музыке и актерском мастерстве. Как музыкант, он со временем отточил и обогатил свой неповторимый вокальный тембр. Он известен не только как участник BTS, но и как артист с сильной и узнаваемой музыкальной индивидуальностью. В актерском мастерстве часто говорят о большом потенциале Тэхёна, который еще не полностью раскрыт. Каждое его появление на экране оставляет неизгладимое впечатление, доказывая, что его талант не ограничивается одной сценой. Именно эта последовательность делает старые видео такими трогательными. Публика видит не просто успешного айдола, а человека, который остался верен своим словам. В индустрии развлечений, часто полной обещаний и завышенных ожиданий, история Тэхёна кажется удивительно искренней. Он никогда не спешил что-либо доказывать. Вместо этого он позволил времени сделать свое дело, постепенно развиваясь, пока не достиг точки, когда его прошлые слова теперь кажутся ему невероятно актуальными. Интересно, что восхищение Тэхёном исходит не только от фанатов. Он также заслужил уважение и восхищение коллег по индустрии развлечений, включая ведущего корейского актера Пак Соджуна.
Во время своего гостевого выступления на YouTube-канале Юсеюна 7 октября Пак Соджун откровенно и в непринужденной манере рассказал о своей дружбе с Тэхёном. Он признался, что когда-то завидовал жизни своего друга как певца. Пак Соджун рассказал, что несколько раз посещал концерты BTS с участием Тэхёна. С его точки зрения как актера, это был совершенно другой опыт. Он описал этот момент с благоговением, сказав, что это было «вау», когда увидел море фанатов, которые аплодировали, подпевали и передавали Тэхёну невероятную энергию на сцене. По словам Пак Соджуна, эмоции, которые испытывает певец, стоя перед десятками тысяч поклонников, это то, чего он никогда не испытывал за всю свою актерскую карьеру. Он даже признался, что часто задается вопросом, каково это – оказаться в такой ситуации, что чувствует певец после того, как закончил последнюю строчку песни на сцене, когда аплодисменты все еще эхом разносятся, а эмоции зашкаливают. Его признание показалось глубоко человечным и искренним. Это была не зависть в негативном смысле, а скорее глубокое восхищение другим, но столь же значимым жизненным опытом. Замечания Пак Соджуна еще больше подкрепляют мысль об огромном влиянии Тэхёна. Он не только кумир для поклонников, но и вдохновение для своих коллег. В глазах Пак Соджуна Тэхён – это друг, чья жизнь наполнена широким спектром эмоций, чего трудно достичь даже успешному актеру. Если сопоставить эту историю со старым вирусным видео Тэхёна, то вырисовывается четкая нить. Тэхён – человек, который ставит перед собой цели, верит в них и неуклонно движется к ним. Он никогда не полагался на мгновенный успех. Он рос, учился и позволял своему опыту формировать себя. Именно поэтому в 30 лет он не просто выглядит круто внешне, он также силен характером. Многие ARMY говорят, что, глядя на Тэхёна сегодня, чувствуешь себя так, словно наблюдаешь результат долгого пути, полного упорного труда. Комментарии фанатов – это не просто похвала, а выражение глубоких эмоций. Они чувствуют, будто росли вместе с ним, наблюдая за каждой трансформацией, пока наконец не достигли той стадии, когда он действительно излучает ауру мировой звезды. Корейские развлекательные порталы также тепло отозвались об этом явлении. Вместо того, чтобы преувеличивать, они рассматривают эту историю как пример того, как вера в себя и последовательность могут вывести человека за пределы даже его первоначальных ожиданий. Тэхён не просто стал крутым, как обещал. Он стал самой совершенной версией самого себя. В быстро меняющейся и полной давления индустрии развлечений история Тэхёна кажется успокаивающей паузой, напоминанием о том, что настоящий успех не всегда приходит с оглушительным взрывом, а достигается небольшими, последовательными шагами. Тот старый клип больше не просто ностальгический ролик. Он стал символом пути артиста к выполнению собственного обещания. И, возможно, именно поэтому публика продолжает говорить о Тэхёне, не только из-за его таланта, внешности или популярности, но и потому, что его история кажется реальной и близкой. Он мечтал, обещал и сдержал свое обещание. В глазах поклонников, коллег по индустрии, таких как Пак Соджун, и мировой публики Ким Тэхён сегодня является живым доказательством того, что слова, сказанные с убеждением, могут стать реальностью, если их подкрепить усилиями и искренностью. Что делает этот момент еще более значимым, так это естественность развития Тэхёна. Не было внезапной трансформации, не было драматического перевоплощения, призванного шокировать публику. Вместо этого его эволюция происходила тихо, почти незаметно, словно он позволял самой жизни формировать его. Именно это медленное и неуклонное развитие делает вновь появившееся видео таким мощным сейчас. Оно напоминает людям, что настоящий рост часто незаметен, пока он происходит. Многие фанаты размышляют о том, как Тэхён всегда двигался в своем собственном темпе. В то время как индустрия постоянно подталкивает айдолов к погоне за трендами, поддержанию ажиотажа и постоянному доказательству своей актуальности, Тэхён выбрал другой путь. Он исследовал музыкальные стили, которые казались ему личными, экспериментировал с модой, отражающей его внутренний мир, и ценил моменты тишины так же сильно, как и моменты славы. Этот баланс фанаты теперь признают одной из его главных сильных сторон. В 30 лет Тэхён воплощает редкое чувство спокойной уверенности. Ему больше не нужно объявлять о своих амбициях или объяснять свою ценность. Одно его присутствие говорит о многом.
Будь то показ мод, фотосессия в журнале, выступление на сцене или даже откровенные закулисные моменты, в его поведении чувствуется сдержанная уверенность. Это та уверенность, которой нельзя научить или подражать, и ее можно лишь заслужить жизненным опытом. Наблюдатели часто отмечают, что сегодня очарование Тэхёна заключается не только в его внешности, но и в его чувствах. В его взгляде глубина, в выражении лица, терпение, а в выборе – обдуманность. Это эмоциональная зрелость, то, что поклонники стали ценить, особенно те, кто следит за ним с первых лет его дебюта. Они помнят игривого, иногда озорного молодого артиста, а теперь видят человека, который научился говорить, слушать и просто существовать. Вирусное видео также вызвало дискуссии об обещаниях и вере. В эпоху, когда смелые заявления часто воспринимаются как маркетинговый ход, слова Тэхёна выделяются именно потому, что они никогда не были направлены на то, чтобы произвести впечатление. Он не говорил их с поспешностью или отчаянием. Он говорил их спокойно, как будто уже доверился времени. Это доверие, оглядываясь назад, кажется почти пророческим. Поклонники разных поколений ARMY делились тем, насколько личным для них было наблюдение за этим путем. Многие говорят, что рост Тэхёна отражает их собственный. Когда он дебютировал, они были студентами, пытавшимися понять, кем хотят стать. Теперь, как и он, они взрослые, которые учатся брать на себя ответственность, определяют свою идентичность и чувство собственного достоинства. Видеть, как он сдерживает свое обещание, ощущается как общая победа, напоминание о том, что долгосрочные мечты по-прежнему актуальны, даже когда прогресс кажется медленным. Именно эта связь отличает Тэхёна от просто мировой знаменитости. Он олицетворяет собой преемственность. Он – доказательство того, что успех не всегда достигается погоней за самым громким моментом, а зависит от верности самому себе. Эта идея находит отклик далеко за пределами фандомной культуры. Она доходит до людей, которые, возможно, не следят за BTS пристально, но которые узнают в них подлинность. Профессионалы индустрии также отмечают этот аспект его карьеры. Стилисты, фотографы и режиссеры часто описывают работу с Тэхёном как совместный опыт. Он не просто следует инструкциям, он понимает концепцию, добавляет свою собственную интерпретацию и улучшает конечный результат. Такая творческая осознанность встречается редко и высоко ценится, особенно в сфере люксовой моды и художественных проектов. В музыке его художественные решения отражают ту же философию. Звучание Тэхёна развивалось вместе с ним, склоняясь к эмоциям, текстуре и повествованию, а не к чистому исполнению. Его голос излучает теплоту, ощущение интимности, а не отполированности до совершенства. Эта подлинность позволяет слушателям чувствовать связь, как будто он делится частичкой себя, а не выступает ради одобрения. В мире актерского искусства тоже продолжают проглядывать проблески его потенциала. Каждое появление, каким бы коротким оно ни было, вызывает у зрителей любопытство и желание увидеть больше. Дело не в драматической интенсивности, а в присутствии, способности удерживать внимание, не навязывая его. Многие верят, что когда придет время, Тэхён полностью исследует этот путь, так же вдумчиво, как он подходил к каждому другому этапу своей карьеры. Что делает историю Тэхёна особенно значимой, так это то, что она не основана на конкуренции. Даже сравнение с Джастином Бибером в старом видео никогда не было связано с соперничеством. Речь шла о стремлении. Речь шла о представлении о будущей версии себя, которая чувствовала бы себя уверенной, уважаемой и реализованной. Сегодня поклонники не спорят, достиг ли он этого уровня, они радуются тому, что он превзошел его своим уникальным способом. Восхищение Пак Саджуна добавляет еще один слой к этой истории. Когда человек, добившийся успеха в совершенно другой области, выражает искреннее восхищение, это подчеркивает эмоциональное влияние жизни Тэхёна за пределами славы. Это говорит о богатстве его жизненного опыта, моментах единения, энергии и коллективных эмоций, которые невозможно измерить наградами или цифрами. Это взаимное уважение между коллегами, часть того, что делает влияние Тэхёна таким органичным. Он привлекает внимание не доминированием, а подлинностью. Люди тянутся к нему, потому что он кажется настоящим, уверенным и искренним, даже на пике мировой известности.
По мере того, как продолжаются обсуждения вирусного видео, многие фанаты отмечают, что самая трогательная часть – это не уверенность в его словах, а мягкость, стоящая за ними. В них не было высокомерия, не было нетерпения, только вера. Вера в рост, вера во время и вера в себя. В современном быстро меняющемся мире развлечений, где тренды меняются за одну ночь, а внимание рассеивается все быстрее, путь Тэхёна предлагает другой вид вдохновения. Он напоминает людям, что долголетие создается, а не преследуется. Что стать крутым – это не поверхностная привлекательность, а глубина, последовательность и характер. Старый видеоролик теперь служит мостом между прошлым и настоящим. Он связывает молодого артиста, осмелившегося мечтать, с человеком, который тихо воплотил эту мечту в жизнь. И тем самым он приглашает каждого зрителя задуматься о собственных обещаниях, себе в молодости и будущему, к которому они все еще стремятся. В конечном счете, история Тэхёна – это не история о славе. Это история о гармонии. О жизни, в которой время, усилия и искренность встречаются в нужный момент. Вот почему спустя годы простой клип может тронуть миллионы. Потому что он демонстрирует не просто уверенность, он демонстрирует терпение, доверие и рост. И, пожалуй, это самое замечательное во всем этом.